Анимационные кривые — это один из кошмаров новичков. Но я хочу, чтобы они стали твоими лучшими друзьями. Чтобы отобразить анимационную кривую нашего мяча, давай зайдем в графический редактор. Прямо сейчас наша кривая выглядит немного квадратной, на самом деле не изогнутой, и это потому, что мы все еще находимся в постоянной интерполяции. Но это поможет нам прочитать их. Кривая — это всего лишь графическое представление значения с течением времени. Желтый контроллер точно указывает на другой ключевой кадр, который мы вставляли ранее. Если я выберу желтую точку на синей кривой в кадре 7, она будет иметь значение 4. Например, местоположение Z нашего мяча. И если я сейчас выведу весь канал преобразования объектов в графическом редакторе, мы сможем увидеть, что местоположение Z выделено. Так что контрольная точка, которую я выбрал в графическом редакторе, является ключевым значением кадра местоположения Z нашего шара. Если я дважды щелкну по одному из этих каналов, он выберет все контрольные точки текущей кривой. Ты можешь скрывать и не показывать кривую, как ты бы сделал с любым объектом в 3D-представлении. Если я нажму Shift плюс H, я скрою все, кроме выбранной кривой. Или ты можешь нажать на значок маленького глаза, чтобы выбрать, хочешь ли ты видеть кривую или нет. С помощью G я могу перемещать кривую. Я могу нажать G плюс Y, чтобы ограничить движение по оси Y, или G плюс X, чтобы ограничить движение по оси X. Прежде чем мы начнем читать эти кривые, давай избавимся от любой кривой, которая нам не нужна. Поскольку наш шар не вращается, мы можем избавиться от всей кривой вращения Эйлера, нажав X. И мы также можем избавиться от местоположений X и Y, поскольку наш шар просто движется вверх и вниз. Это хорошая практика, чтобы избавиться от любого нежелательного канала, чтобы сохранить ваш графический редактор чистым. Мы можем найти соответствующее значение Z в контрольной точке кривой, но также и в канале преобразования объекта. Нажатие клавиши N откроет панель F кривой. Это немного здесь, чтобы проверить значение положения и режим интерполяции канала ключевого кадра. Давай теперь выберем все ключевые кадры, нажмем T и переключимся на байесовскую интерполяцию. Если мы сейчас включим анимацию, то получим гораздо более плавное движение мяча. Когда вы переключаетесь из пошагового режима в байесовский режим или режим кривой, мы называем это этапом шинирования. Если мы сейчас быстро взглянем на нашу кривую, мы увидим, что кривая расположения Z приобретает более высокое значение, когда мяч становится выше. Я открою масштабный канал, щелкнув значок глаза. Я выберу первую контрольную точку этой кривой и нажму клавишу DAT на цифровой клавиатуре, чтобы увеличить ее. Ты можешь легко определить канал Z-Scale, который выделен синим цветом, позволяющий нам контролировать высоту мяча. И X и Y, которые находятся один над другим, которые позволяют нам контролировать ширину мяча. Давай проверим пару примеров, чтобы лучше понять поведение кривых. В этом примере кривая управляет поворотом стрелки от значения минус 90 градусов до плюс 90 градусов. Кривая быстро поднимается, прежде чем ослабнуть в кадре номер 24. И когда мы просматриваем анимацию, мы видим, что у нас большой интервал в начале анимации, и он становится ниже в конце. Ты видишь движение, у нас будет предварительный просмотр интервала этой анимации. И теперь мы, очевидно, можем видеть разницу в интервалах во время анимации. И чем более вертикально кривая, тем больше интервал. Чем более горизонтальной она становится, тем меньше интервал. Другими словами, чем более вертикальной является кривая, тем быстрее анимация. Чем горизонтальнее, тем медленнее. В следующем примере давайте рассмотрим кривую положения мяча X как время. Теперь все идет линейно, если я активирую кривую расположения Z и правильно ее обрамлю. Посмотрите, что вся кривая расположения Z и траектория движения, на которой мы находимся в порту 3D просмотра, совпадают или сопоставимы. Опять же, когда кривая вертикальна, сфера будет быстро подниматься. И по мере того, как кривая становится более горизонтальной, сфера поднимается медленнее. Так что если я сейчас придам своей кривой S-образную форму, вначале мяч будет двигаться медленно. Затем в середине анимации он ускорится по мере того, как кривая станет более вертикальной, и в конце он замедлится. Мы создаем ослабление из нулевого кадра в ослабление в кадре 24.
И поскольку у нас все еще есть линейное движение сферы по ее оси x, мы можем видеть, что кривая z действительно похожа на траекторию движения сферы. Поскольку моя сфера движется по местоположению x линейным образом, любая модификация, которую я добавлю к кривой z, будет отображаться в 3D-представлении как в графическом редакторе путем обновления траектории движения. Ты можешь использовать несколько примеров, доступных в файле, чтобы поиграть с кривой, пересчитать траекторию движения и проверить расстояние. Возвращаясь к примеру с вращением, я смоделировал кривую так, что вначале у меня быстрое ускорение, затем плато, а затем легкий выход и легкий заход. И это абсолютно отражается на траектории движения. Красивая вертикальная форма кривой на первых двух кадрах создает большой интервал. Форма плато или плоская форма кривой указывают на то, что значение не меняется с течением времени, поэтому стрелка остановится. В то время как окончательная S-образная форма кривой показывает ускорение, а затем замедление в конечном кадре. Подводя итог, мы увидели, что кривая — это просто представление эволюции значения с течением времени. Чем более вертикальная форма кривой, тем быстрее меняется значение. И это переводится с большим интервалом. Чем более горизонтально кривая, тем медленнее изменения. С точки зрения движения это переводится с меньшим интервалом. Плоская кривая указывает на то, что значение абсолютно не меняется и, следовательно, движения нет.